Будем честны, система строительства в Enshrouded, мягко говоря, неудобна. Но если приловчиться, то в целом можно строить. Так что сейчас мы поговорим про стройку, терраформинг и про такую штуку, как грабли для выравнивания земли. Также я кое-что припрятала на десерт. И пока я достаю набор юного строителя, не забывайте взять себе что-то вкусненького, поставить лайкосик, подписаться мне в поддержку и давайте начинать! Игра говорит нам, что надо строить с первых минут игры, мол, вон там земля обетованная, подсвеченная красным светом, иди да возведи себе обитель свою, и да защитит она тебя от зла вселенского. И как я уже рассказывала в предыдущих видосиках, создаем алтарь пламени, молоточек для строительства, тут же обязательно надо поставить верстак, и в целом можно начинать. Поставив алтарь пламени, появляется такая удобная штука. Подходим к булыжнику, и вместо того, чтобы долбить его киркой, его можно просто разобрать, что будет гораздо быстрее, но при этом выпадает в разы меньше ресурсов. То же самое и про вырубку деревьев. И если реза для строительства хватает, то деревья можно просто и легко убрать с территории. Кнопочка разбора находится над нашей головой, но даже если ее не отображает, дерево все равно можно убрать, просто зажав соответствующую клавишу на пару секунд. С расчисткой разобрались, так что переходим к терраформингу. Разбивая киркой мир, мы получаем ресурсы, такие как земля и камень. Земля добывается только с поверхности, там где растет трава. Она также понадобится для выравнивания и возделывания земли. Например, если грабли еще недоступны для крафта, то, пролистав в строительстве в раздел «Ландшафт», можно использовать разные фигуры для того, чтобы закрыть дыру, выровнять землю и не только. Механика такая же, как и при стройке. Выбираем нужную фигуру, выбираем нужный материал, ставим, и у нас появляется поверхность с травой или камнем. Землю и камень также можно строить как большими блоками, так и самыми маленькими кубиками, которые находятся в самом верхнем разделе. Этими же фигурами можно раскопать землю. Такой способ не тратит выносливости и позволяет быстро создать пещеру или, например, подвал. Но важно помнить, что при удалении земляных блоков с помощью молотка мы получаем очень мало ресурсов, и если вы поставили блок не в том месте, то оптимальным вариантом будет либо убрать его с помощью горячей клавиши Y, которая отменяет последние несколько действий, либо разбить киркой и получить резы обратно. Подобным способом будет удобно разровнять мешающий холм. Правда, не всегда удобно наводить мышкой на мелкие объекты, которые остаются в воздухе. Но, тем не менее, это будет быстрее, нежели разбивать поверхность киркой и по 100 раз бегать чиниться. А теперь грабли. Немного побегав по первым локациям, мы получим возможность создавать грабли. Этот инструмент в игре представлен не только для того, чтобы заниматься культурами, а в первую очередь, чтобы выравнивать землю. И работать с ними довольно непривычно, хоть и несложно. Грабли имеют радиус действия, который отображается синим кругом. Это та самая область, которая будет изменяться. Достаточно стать на поверхность, которая подходит нам по высоте, и начать двигаться в ту сторону, которую надо выровнять. Это действие расходует стамину, и вскоре вы заметите результат. Граблями можно как опускать уровень земли, так и поднимать его, если начать двигаться с более высокой точки. Но если локация большая, то придется делать насыпи и тогда разравнивать уже их. Помимо этого, инструмент дает возможность также менять угол, зажав букву R и покрутив колесико. То есть, если идет резкий перепад между уровнями земли, то, выбрав подходящий угол, можно создать более аккуратный спуск. Таким образом, можно выравнивать даже вертикальную стену, если такое внезапно потребуется. А если в земле появились ненужные дырки, то этим инструментом легко получится их зашить. И еще уточню один моментик. Пользоваться граблями можно только на территории, которая защищена пламенем, то есть на домашней локации, ровно точно так же, как и строительным молотком. Ну что же, перейдем к строительству. Чтобы не спойлерить игру, я использую только те блоки, которые доступны с первых часов игры. Каждый блок по-своему уникален, и важно обратить свое внимание на то, что один и тот же блок по-разному выглядит в вертикальном и горизонтальном положении. Подобно этому, они имеют разную окантовку, что очень сильно влияет на внешний вид. Такая рамка всегда отображается именно на угловых блоках, что в первую очередь сильно заметно, например, на ступеньках. И данный блок из мертвого дерева имеет ровные выступающие доски, отчего на начальном этапе это один из самых приятных материалов для строительства, ведь он ровный как для стен, так и для пола. Блок из просмоленной древесины довольно специфичен и подойдет больше для строительства какой-то хибары или склада, например. Он имеет грубые края в виде выступающего полена, отчего выглядит громоздко и убого. Ну а с грубого деревянного блока, я думаю, начинали все. У него тоже есть выступающие ветки на углах, но поменьше. Как материал для стены он мне не сильно нравится, но вот для пола вполне неплох.
Думаю, вы заметили, что при совмещении текстур происходит интересный нахлёст, и сильнее всего его видно на краях, поэтому рекомендую экспериментировать с такой механикой, оно выглядит довольно интересно. Грубые кремниевые блоки имеют гладкую поверхность и почти не имеют рамки. Почти. Она отобразится, когда кремниевый блок будет висеть в воздухе, отчего и появляются грубые массивные подпорки, которые сильно портят его внешний вид. Но помимо этого материал выглядит довольно аккуратно и даже кажется немного мягким и уютным. Ну и самый простецкий каменный блок. На полу мне категорически не нравится, а вот строить из него какие-то заброшенные башни или сторожевые стены вполне неплохо. У него есть интересная особенность. Он создает маленькие каменные подпорки под висящими блоками, которые отображаются как арка, чего нет у других материалов, и этим можно пользоваться для создания интересных архитектурных решений. К сожалению, эти подпорки создаются по определенному паттерну, а значит не всегда отображаются, однако у меня получилось их совместить и создать вот такие вот арки. Поэтому для наглядного примера я решила воспроизвести в каждом из рассмотренных материалов, чтобы можно было сравнить визуал. Ну а то, какой материал лучше смотрится, оставлю судить вам в комментариях. Конечно, это далеко не все текстуры, и в игре их еще будет десятки. Однако, обращая внимание на такие детали, как рамка и соединение, позволит лучше комбинировать строительные блоки и создать красивую базу. А так как каждому дому нужна крыша, мы переходим к кровельным блокам. Кровельные блоки также имеют свое интересное обрамление, которое можно использовать не только в строительстве крыши, но даже в декоре. Как их устанавливать, думаю, не имеет смысла рассказывать, и, наверное, всем понятно, что их формы также можно комбинировать. У каждой из крыш при установке появляются деревянные подпорки, а со внутренней стороны крыша имеет другую текстуру. И все эти детали мы сможем использовать в строительстве. Самое интересное решение получается, когда начинаешь строить по одному блоку, а не готовой формой. Например, посмотрите, что будет, если расположить два блока над окном и два по бокам в шахматном порядке. Окно сразу становится красиво оформленным, но это еще не все. Примерно тот же эффект можно наблюдать и при использовании других текстур. Но дальше больше. Если правильно поставить блоки, то можно создать длинную деревянную косую балку, а вот с ней я покажу еще одно применение. Допустим, вы построили лестницу и хотите сделать перила. Понимаете, к чему я веду? По одному блоку выстраиваем косую линию, и у нас появляются не очень симметричные, но зато деревянные перила. И смотрятся они довольно неплохо. А если начать строить высоту, то появится красивая деревянная текстура, а ее можно красиво вписать в архитектуру вашего дома. Кроме этого, пока что это единственные блоки, позволяющие создавать ровный скос на 45 градусов, и этим надо пользоваться. Можно сделать ромбовидное отверстие под окна, например, или оформить стенку. По сути, можно построить и дом из такого дерева, но по одному блоку это будет очень долгим строительством. Так вот, используя такие техники и комбинируя текстуры, можно прийти к интересным решениям и возвести грандиозные замки, живые поселения или же маленькие уютные домики. И если вам интересно, то пишите в комментариях и ставьте лайки, чтобы я записала видео с полноценным строительством, например, такого небольшого, но вместительного и функционального стартового дома. Подобная работа занимает много времени и труда, но если будет много желающих, то я с удовольствием этим займусь. Ну а теперь я готова поделиться с вами еще одной техникой, которую случайно открыла. А именно, как украсить дом живыми растениями, которые, подобно плющу, будут обвивать дом. Как мой, который я показывала на стриме. Для этого надо отправиться на локацию с разрушенной церковью, используя кирку добыть цветочную почву. Этим материалом также можно строить в разделе «Ландшафт», как камнем или землей. Теперь, находясь у дома, выбираем нужные блоки и поднимаем нашу зелень вверх. В отличие от строительных блоков, ландшафтные не превращаются в квадрат, а поначалу имеют более стройную вытянутую фигуру. Важно обратить внимание, что этот материал становится все больше и толще, поэтому периодически я пропускаю по одному блоку и продолжаю прокладывать лианы дальше и дальше. Можно двигаться и наискосок, создавая более природные формы, а не только по прямой. В общем, экспериментируйте и делитесь впечатлениями, а также вашими собственными лайфхаками. Ну что же, с вами была Орли. Как всегда, не забывайте ставить лайкосики, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного, а также обязательно приходите на мои стримы по игре Enshrouded. До встречи!